Всем привет! Вы на канале «Из города на дачу». И сегодня мы продолжим облагораживать нашу мастерскую, ну и ждет еще много всяких разных интересных дел. Так что оставайтесь с нами и пойдем покажем, что же мы хотим сегодня сделать. Пойдемте. Так, с чего начнем? В том дальнем углу у нас очень интересный экземпляр есть, да? Это что это? Шкаф Это какой-то. навесной шкаф. Его нужно нам будет отремонтировать, вернее, он в принципе целый. Нужно просто его привести в нужный вид для этой мастерской. Да. Холодильник это будем убирать или тут пускай остается? Или может на ту сторону? Да, скорее всего, что мы его в пустоту поставим, да? Так что сейчас будет работа для Василя Веростюка. Может, вы знаете. Такого, да? О, богатырские игры. Опа. О, сверлышко ты искал. Ага. А вот и два сверла, которые я искал. Высоко засунули, да? Свою работу я начну с того, что сначала сниму старую самоклейку. Как вы видите, здесь, оп, ага, помните старый кухонный гарнитур? Этот шкафчик, скорее всего, что остался от него. Ну, нам на кухне он уже не нужен, а здесь нам он пригодится. Снимем самоклейку. Так, здесь ручку нужно снять. Наверное, я сейчас пойду в дом, немного погреюсь, а потом продолжу работать. Фух. Теперь можно и погреться. Кстати, под прошлым видео вы мне советовали, как можно уберечь свое лицо в такие морозы. Спасибо вам большое за советы, они мне обязательно пригодятся. А сегодня я расскажу вам о своем средстве, которое не просто защищает мое лицо, но и предотвращает появление новых морщин. Это омолаживающая медовая крем-маска от известного бренда Riche. С утра наношу маску на очищенную и тонизированную кожу лица, шеи и зону декольте минут на 10-15. Кстати, тоник я использую с экстрактом пиона этого же бренда. Иногда маску наношу на ночь вместо крема для экспресс-эффекта. Также ее можно нанести на кожу под глаза вместо патчей. Тут уже на ваше усмотрение. Большой плюс этих продуктов – это их запах, который не вызывает раздражения и аллергии. После этой маски кожа невероятно бархатистая и нежная. Мне 39, поэтому это средство для меня находка. Если вы желаете иметь молодую и увлажненную кожу, это средство для вас. Чтобы его приобрести, вы можете перейти по ссылке под этим видео. А теперь остатки маски удаляю влажным ватным диском или спонжем. В моем случае маска хорошо впитывается, так что остатков почти нет. Ну а далее я наслаждаюсь результатом, наношу макияж и иду пить утренний кофе, чтобы продолжить снимать интересные видео для вас. Ну и поскольку мы уже переносим некоторые лакокрасочные материалы, также мелкий недорогой инструмент в нашу новую мастерскую, то нужно, конечно же, и повесить замок. Взял такой небольшой, аккуратненький, ну думаю, этого тоже хватит. Здесь у нас есть некоторая трудность. За годы, а также зимой очень рассыхается дверь. И видим, что она так очень плотно, да, даже не заходит. Поэтому и замок сюда мы не повесим. Нужно сейчас немножко болгаркой чистить, чтобы оно хорошо заходило, плавно, и замок хорошо сидел. Да, наверное, придется долго болгаркой снимать. Пойду электрорубанок возьму, пройду пару раз, и будет ровнее и быстрее.
Ну что, проверяем. О, теперь заходит хорошо. Можно уже замок вешать. Такой вполне себе хороший навес. И можно хорошо повесить сюда наш замочек. Еще покажу, как закреплены сами петли. Мы сразу думали, что их просто легко вырвать, может каким-то молотком, гвоздодером. Но не тут-то было. Прежние хозяева, они молодцы. Что они сделали? Это не просто такая маленькая петля, но здесь еще выходят и загинаются углы из нее. Поэтому сейчас немножко я подобью, чтобы еще надежнее держалось. Будем надеяться, что все у нас будет в целости и сохранности. Я помню, в моем детстве бабушка вообще, уходя из дома, просто переворачивала веник, ставила его к двери, и все проходящие, там, соседи, все знали, что ее нет дома. Ну, в то время никто ни у кого ничего не воровал, а сейчас, конечно, времена изменились. Ну а я освобождаю шкаф от ненужных вещей, снимаю одну единственную ручку, вынимаю полку и приступаю к снятию самоклейки. Но не тут-то было. Самоклейка как будто прикипела и вовсе не снималась. Поэтому я взяла тайм-аут и пошла искать лайфхаки, как же снять эту самоклейку. Но пока Вика тут занимается шкафчиком, я хочу сделать несколько полочек для лакокрасочных материалов. Может быть, сначала краски поставим, а потом еще посмотрим. С чего их сделать, нужно пойти посмотреть материал в гараже. Вот что я нашел. Такие интересные два кусочка с обрезков ламината. Они уже и лаком скрытые. Думаю, на полочке подойдет. Пойдем примеряться. Так, вот здесь мы будем полочки крепить. Взял для этого еще несколько уголков, у нас были старые. Поэтому каждую полку на 3 уголка. Так, сразу прикрутим уголки на ламинат. А потом уже будем вешать на стену. Ну что, прикрутили эти уголки, теперь уже можно вешать на место нашей полочки. Кстати, вы, наверное, видите, ой, есть вот это мокрое пятно. Почему оно здесь появилось? Потому что сама труба, она не закрыта, и снег в нее попадает и просачивается здесь. Поэтому надо что-то будет думать. Может, какой-то клеенкой накроем, так, чтобы оно не намокало. И, кстати, еще здесь такая дырочка или скол. Там мы тоже что-то носили, что-то ремонтировали. Тоже заштукатурим, сделаем. Но это чуть позже. Полки такие получились достаточно длинные, но это и хорошо. Самую ненужную, невостребованную краску туда за трубу засунем, которую более часто используем, то здесь, на видном месте. Сейчас вот так 2 полочки закрепим, и будет висеть у нас. Здесь в кладовке, как вы видите, несколько полок у нас заняты лакокрасочными материалами, скажем так. Я сейчас их все соберу, переберу, какие, может быть, там уже высохли, мы их выбросим. Остальные банки мы перенесем в мастерскую на те полки, которые смастерил сегодня Роман. Так, походу здесь и выбросить будет нечего, все полное. И такое бывает. Все, первая партия пошла.
Так, ну что, полочки на месте. Немножко, правда, верхняя кривовато получилась, но это из-за того, что сам ламинат, он не такой, не первой свежести. Ну, для красок, для полочек в мастерской, думаю, сойдет. Так, Вика там пошла за красками как раз. Я думаю, зачем мучиться и носить вот так вот с банки с красками. У меня же есть такие вот ящики, поэтому я поставлю вот так вот в ящик все баночки и буду переносить. О, Принимай товар. у вас товар, у нас купец, да? Так, с верхней? По верхней? Да. Раз, два. Еще скажу, что мы рекламу делаем, да? Это не реклама, сразу. Просто что продают у нас, тем мы и красим. Это точно. С недавних времен можно теперь заказывать другие краски, так что скоро они у нас появятся. Снять самоклейку с этого шкафа оказалось нелегкой задачей, так как в комнате здесь холодно, и самоклейка буквально как краска легла, и так просто ее шпателем обычным не снять. И пока у нас нет строительного фена, но он обязательно нас будет. Раньше я думала, что это бесполезная вещь, а вот столкнулись в наших переделках, оказывается, это очень даже нужная вещь. Вот. И первый вариант, который мы пробовали, это горелка, да? Горелка называется? Ага. Теперь газовая горелка, да. Сначала мы попробовали снимать самоклейку газовой горелкой, но это и опасно, и запах такой вонючий. Поэтому Роман предложил еще один вариант, попробовать теплодувом разогреть самоклейку, и она действительно хорошо разогрелась и легко стала вот отслаиваться. О, совсем другое дело. Так, самоклейку почти сняли. И сейчас я заметну здесь, уберу весь этот мусор. И, наверное, остались некоторые здесь недочеты. Я уберу их с помощью шлифовального круга. И взяла наждачную бумагу зерном 120. Но вообще, конечно, хотелось 180, но у меня не было. Ну что ж, попробуем. Неплохо. У нас в этом шкафу есть еще такая полочка. Я ее пошлифую. На удивление она целая. Как говорится, время ее ничем не побило. Немного здесь сошла краска, но это не страшно. Завтра мы нанесем новую. Неудобно вот в таком положении шлифовать.
а мне нужно как-то тоже снять здесь этот некрасивый такой серый слой. Поэтому я, скорее всего, что сейчас шкафчик переверну и отшлифую. Кстати, здесь сохранилась этикетка. Здесь цена первого, второго, третьего пояса. А мы ж теперь, благодаря вашим комментариям, вы нас просветили, мы теперь понимаем, что это за пояса. И, как всегда, по нашей традиции, конечно же, мы покажем эту этикетку и вам. Вот с этой стороны есть немало вот таких вот трещин. Сейчас я их зашпаклюю. И, наверное, на сегодня все. Шпаклевка уже хорошо высохла, поэтому я ее пошлифую перед покраской. Так, а я буду пылесосить всю пыль. Правда, у нас пылесос уже такой, как в школе мы учили стихотворение, да? Рывай-то стогны, Днепр широкий. Сейчас послушайте, как он работает. Мощный. Закрывайте уши. Возможно, мы скоро еще насобираем денежку и купим такой строительный пылесос. Да, настоящий, который уже будет хорошо собирать всю эту пыль. Ну, пока что есть, то есть. Да? Поехали. Да. Ух и гадость, да? Липкая такая. Против шпателя нет приема, да? Я даже не знаю, что мне вообще выделать. Не, ну оно снимается, смотри, немножко. Самоклейка хорошая была. Клея много на ней. И кроме фасадов вот этих мы будем скрывать белой, такой обычной эмалью. Она очень вонючая и сохнуть будет очень долго. Поэтому мы сейчас снимем эти фасады, все покрасим. Вернее, сразу покрасим эту заднюю часть, подвесим, а потом покрасим. И пускай она себе сохнет потихоньку. А сами будем заниматься фасадами. Ну и перед покраской, конечно же, обезжирим поверхности таким вот растворителем. Так, ну что, сразу красим бок и верх, вешаем на место, а потом все остальное. В прошлых видео мы ремонтировали вот этот наш рабочий стол-тумбу. Мы его покрасили белой краской и фасады немного отделали вот такой вот подарочной бумагой. И как видите, остатков этой бумаги мне хватит только на одну дверь. Я вчера пробежалась по местам, где продают у нас упаковочную бумагу, и, конечно же, такой точно я не нашла. Но зато мне на глаза попалась вот такая вот крафт-бумага с таким рисунком. Поэтому ею мы и оклеим наши фасады. Красота.
все правильно, вы нам писали в комментариях, что вот та верхняя кормушка, она находится слишком высоко. Несколько раз мы туда лазили, смотрели, сколько там зерна, мало, много, или вообще уже ничего не осталось. Ну, это, конечно, не вариант, поэтому мы сегодня опустим ее тоже ниже, и тогда будет легче следить за кормом. Осталось там что-нибудь или нет. Полезем. Сейчас еще Вика придет, будет меня поддерживать. Или вернее кормушку, чтобы она тоже не упала. Ну, в общем, будем вместе сотрудничать, чтобы я отсюда не свалился. Альфа, наверное, Жужа вместе со мной сейчас полезут. Скалолазы наши. Ну что, Альфуша, посмотришь, что там? А ну, смотри, есть еще зернышки? Не. Красавишна наша. Опа. Молодец, какая хорошая Жужа. Дрессированные, да? Надо будет их потом еще немножко подрессировать. Это в следующих, может, видео покажем. Полез я снимать верхнюю кормушку, а Вика поддержит лестницу, да? Так. О, мы тут хорошо навязали. Тут так быстро не отвяжешь. Так, сейчас будешь принимать кормушку. Давай. Так, Получилось, да? да, все хорошо. Так, держи. Целый долина. Ага. Перевяжем ее сюда немножко пониже, рядышком с этой кормушкой. Будет легче и зерно подсыпать, и следить за наличием. Мы заметили, что наши птицы очень хорошо относятся к орехам. Вот сейчас насыпем орехи. А еще вы советовали семечек насыпать, потому что синички любят. Да? Смотри, Альфа Покажи, как. смотрит на это, на грешки. Ты тоже будешь орешка? Альфа. Альфа тоже у нас есть. Сейчас мы тебе оставим. Альфа любит у нас тоже орехи. Летом, да? Что она? И вишни. Смотрит так жадно. А Жужа не. А ну, а Жужа? Жужа, на тебе. Как? Ну такое, да? Грызет за Нормально? компанию. Только потому, что за компания с Альфой. А ну дай ей еще. Вот На, есть. держи. Жужа, ты же у нас кушаешь самое, вот она кушает самое изысканное. Сникерс, на, держи. Ох и собаки, все едят. Альфа научила Жужу кушать орешки. Жужа, Жужечка, ну. Я в шоке. Жужа, ты тоже кушаешь орешки? Моя девочка, моя красавица. Каким удовольствием. А ты семечки тогда насыпай, да? Давай семечки, да. Для Орешки, синичек. орешки у нас были, а вот семечки у нас на рынке много продают таких разных семечек. Поэтому без труда можно их купить. Вот побольше, да? Насыпали зерно, теперь пойдем будем высматривать, птички прилетят или нет. Да? Еще многие писали, что переживают за маленьких птичек, потому что в кормушках деревянных большие птицы все съедают. Поэтому мы еще взяли такую баклажку, это такой эконом-вариант, и вырежем здесь небольшую дырку, чтобы только воробушки и синички сюда могли пролазить, а больше никто, да, сюда не воровал, чтобы не воровал и не красиво совался. себе Да, писала. поэтому сейчас такую, да, Да, сделаем такую окошко. Небольшое да, как у окошко. соседей. с двух сторон, да? Да, И им всё. там хорошо так.
что, посмотрите, какая красота у нас с вами получилась. Сейчас скрою лаком. Я буду использовать бесцветный акриловый лак, но вначале мне нужно будет убрать здесь некоторые погрешности. Вот, у нас все в высохшем варианте, поэтому с помощью такого канцелярского ножа я сейчас аккуратно срежу и буду покрывать лаком. Как я уже сказала, покрывать фасады я буду акриловым лаком с промежуточной просушкой в 2 слоя. Акриловый лак при нанесении оставляет белые разводы, но при высыхании они исчезнут. Оставили все высыхать до завтрашнего дня, до сборки. И тут я понимаю, что ручек-то у нас на шкафчик нет. Почему-то о ручках мы не подумали. Как вы помните, ручка была одна, кругленькая, маленькая. Мы думали, найдем ей пару. Обыскали всю кладовую, но пару мы так ей и не нашли. В общем, на глаза попадается мне вот такой вот брусочек. И я подумала, вот они мои ручки на шкафчик. Отрежу нужный размер ручек, подшлифую их немножко и покрашу их лаком цветом палисандра. Итак, все у нас высохло, и осталось теперь все это собрать. Да, сразу мы прикрутим вот эти дверцы, повесим, а потом еще покрасим эту заднюю сторону, да? Да. Потому что краска долго сохнет и нужно будет ждать. А так мы все соберем, красивенько потом покрасим и оставим еще подсыхать. Подсыхать, да. Да. А потом еще ручки те красивые, которые ты сделала. Да. Хорошо, давай. Давай. Сейчас мы Так сразу волнительно. ставим. Конечно, ты старалась. Оп. Держишь? Держи. Держи. Вниз выключи. Оп. О. Саморезы падают. Но у нас есть запас. Что мне особенно нравится в этом обновленном навесном шкафчике, так это вот эти ручки, которые Вика сделала. Вообще так оригинально, красивые, супер. Поэтому сейчас мы также их прикрутим сюда, и будет просто люкс. Ох, сильно. О, отлично.
Супер. Красота. Отреставрировали мы этот шкафчик, нам он очень понравился. Для мастерской это очень нужная вещь. Там мы будем хранить какие-нибудь мастерские предметы, принадлежности. Пока еще не знаем какие, но, наверное, впоследствии у нас вырисуется картинка всей организации, что куда разместить. На этом мы будем заканчивать наше видео. Всем желаем крепкого здоровья, ждем ваши хорошие комментарии. До новых встреч. Пока-пока. Пока-пока.